Хайдарабад– это жемчужина Индии в прямом и переносном смысле. Это не только огромный мегаполис, в котором живет более 6 миллионов человек, но и древний город, в котором переплелись мусульманская и индийская культуры. Династия Низамов, средневековых правителей города, вошла в индийскую историю благодаря безудержной любви к алмазам, золоту и жемчугу, из которого изготавливали не только украшения, но даже косметические средства. С тех пор Хайдарабад остается самым большим центром ювелирного мастерства в Индии. Также этот город– колыбель современного индийского кино, потому что именно в нем расположена самая большая в мире киностудия. Впрочем, обо всем по порядку. Мечеть Чарминар– это грандиозная мечеть, чье название переводится как «четыре минарета». По легенде, она была построена в 1591 году в честь избавления города от эпидемии чумы. Если подняться по 149 ступенькам на вершину мечети, то вам откроется панорамный вид на весь город. Крепость Галконда. Среди населения до сих пор ходят легенды, что большая часть драгоценных камней древней династии осталась в катакомбах и подвалах крепости Галконда. Местные жители и предприимчивые туристы уже бы давно разобрали крепость по кирпичику. Однако государство изо всех сил оберегает исторический памятник от корыстных вандалов и легковерных индийцев. От древней крепости, когда-то бывшей центром алмазной торговли и личной сокровищницей древних князей, теперь остались только живописные руины, которые расположены на холме в 120 метров в высоту. Киностудия Рамоджи– это самый крупный кинокомплекс в мире, в котором более 800 гектаров съемочных площадок, городских пейзажей, звукозаписывающих павильонов, студий монтажа, складов, гостиниц и ресторанов. В студии можно снимать больше 500 фильмов одновременно, и поэтому среди гостей студии режиссеры и съемочные группы из Голливуда. Студии посещают более 1 миллиона посетителей в год. Проходя павильоны для съемок один за другим, можно оказаться в развлекательном тематическом парке, японском саду, около искусственного водопада, в пещерах, терминалах аэропортов, больницах, на железнодорожных вокзалах, в церквях и мечетях, торговых площадях, дворцовых интерьерах, в замках, а также побывать в городах Древней Индии. Пурана Хавели – это комплекс середины XIX века, некогда главная резиденция Махбуба Али Паши. В восточном крыле сохранившиеся интерьеры, рассказывающие о жизни хозяев, в том числе гигантский гардероб на 73 квадратных метра, где двухъярусные шкафы с механическим подъемником завешаны твидовыми костюмами, коллекции фарфора, фотографии, серебряные изделия. Любителям музея можно заглянуть также и в Саларчанг, третий по величине музей в Индии. Он расположен в прекрасном здании в виде полукруга, где находится собрание из 40 тысяч предметов, принадлежавших в начале XX века премьер-министру Хайдарабада. В общей сложности он имеет 38 выставочных залов на 2 этажах, и в них расположены статуи, картины, металлические артефакты, ковры, часы и мебель из Японии, Бармы, Египта, Персии, Китая и Северной Америки. Гордость экспозиции – монгольский нефрит, ширма из слоновой кости, Коран XIII века и многое другое. Не стоит пропускать и старинное здание царского утреннего дома, его еще называют Ахшурхан, возведенное в 1595 году. Сегодня она хранит коллекции алмазов, драгоценных камней, а также удивительные изящные украшения из золота и серебра. Если же есть желание купить качественные украшения без наценки в 40-60%, то следует заглянуть на улицу Патергати, где находится огромное число ювелирных магазинов. Благодаря непревзойденному мастерству изготовления и низкой стоимости ювелирных работ, Хайдарабад является самым крупным центром торговли изделий из жемчуга в Индии и одним из самых крупных в мире. На городских окраинах есть целые поселки, целиком занятые в процессе обработки морского жемчуга и его обработки. Дворец Чумахала. Строительство дворца продолжалось более 100 лет, сочетая в себе многие стили и направления архитектурных веяний. Поэтому аналогичных по элегантности и стилю зданий нет во всем мире.
Площадь прилегающей территории Чоу-Махала составляет около 57 тысячам квадратных метров. Здесь расположены фонтаны, южные и северные дворы, сады, зал для аудиенций, гробницы султанов династии Кут-Шахи, расположены неподалеку от Голконды. Эти одноэтажные сооружения напоминают мавзолеи семьи правителей династии. В каждой гробнице находится саркофаг, который накрывается усыпальницей. Все гробницы дошли до наших времен практически без повреждений и значимых разрешений временем. Рядом с гробницами разбит сад. Дворец Халакнума – самый удивительный и прекрасный дворец города, спроектированный известным археологом Англии в стиле архитектуры династии Тюдоров. Дворец был возведен в форме скорпиона в 1893 году. Со временем без должной реставрации дворец постепенно разрушился, но в 2000 году был произведен ремонт, после которого дворец превратился в отель. Желающим отдохнуть в роскошных апартаментах, это около 220 комнат, предлагают почувствовать на себе эпоху тех времен. К услугам туристов интерьеры в венецианском стиле, люстры, статуи, картины, фрески, просторные террасы, рукописные книги. При дворце имеется огромнейший обеденный зал, способный принять более сотни гостей одновременно, обставленный старинной мебелью, декорированными зеркалами, лепными потолками. Зал поражает своим изысканностью и великолепием. Хайдарабад поистине уникальный город, сочетающий в себе исторические памятники культуры и современные достижения в сфере технологий. Посетив это уютное местечко, вы навсегда увезете его частичку в своем сердце.